появления больших турниров знаковых по быстрым шахматам. В 90-м году в Париже мой друг Де Антуан План-Шапиро, вот он будет организовывать первый турнир такого масштаба. Правда, там, надо сказать, что ФИДЕ пыталась там делать первенство мира по быстрым шахматам, но все-таки это было не тот уровень был, конечно. А вот коммерческие турниры с таким освещением по-настоящему в серьезной прессе, и там с телевидением даже, это все вот как раз начинается в Париже. В 90-м году был первый турнир проведен, 8 человек, четвертьфинал, полуфинал, финал, 25 минут партия, значит, ничья, значит, там переигровка. Тогда играли сначала так 5 минут, белые должны выиграть по 5 минут. Потом, наконец, начинаем соображать, что вообще-то соотношение неправильное, и там будет потом 6-5, потом будет 5-4. Армагеддон, собственно. Армагеддон будет. В Армагеддоне уже будут меняться цифры. Там, я даже не помню, какой будет конечный вывод, но потому что начиналось 5-5. Вот как раз я в финале у Шурта выиграл, значит, у нас там была ничья. Значит, я выиграл у Спилмана, потом такой матч с приключением с Карчным был. Причем с Карчным там, значит, там был 1-1, тоже был Армагеддон, я белыми играл. Потом там, в общем, часы упали, в общем, там, ну, поезд был ничейный, но вообще был... В общем, я там начал там протестовать, что такое. Часы просто... Ну, Карчным повелся очень благородно, сказал, ну, хорошо, давайте сыграем снова. Сыграем снова. Ну, только сыграем, говорит, 2 партии в Блиц, там, в общем, партия нарушена. 2 партии в Блиц сыграем, ну, в общем... Я выиграл его. А в финале Шурта я выиграл первую партию довольно легко. А вторую проиграл 1-1. И тут Армагеддон. Я не знаю, у меня такие ложные представления были насчет, что как честь, как можно выиграть матч, не выиграв партию. Поэтому я выиграл жеребьевку и взял белые фигуры себе. Ну, правда, выиграл. Вот. Тогда шутили, что была самая дорогая блиц-партия, потому что первый приз, если не ошибаюсь, был 72 тысячи долларов, а второй 36. Ничего По тем временам, призы какие большие. Да, вот. По тем временам? Да, там цена блиц-партии 36 тысяч долларов. Солидно. По 90-й год. Может быть, 36 и 18 было, а там дальше будет 72, потому что он увеличил. Потому что там призовой фонд был больше 200 тысяч в 91 году. Вообще в Париже будет 5 турниров по быстрым шахматам. 3 будут Имапар трофи, и 2 будет интеловских турнира. Вот я буду во всех 5 играть. Это такой, наверное, будет самый у меня впечатляющий результат. Во всех 5 я буду в финале. А я в финале, значит, сыграл с Шортом, с Тимманом, с Анандом, с Николичем, с Крамником. Проиграл только 11 Тимманом. Как ни странно, да? При таких соперниках, да? Только один раз проиграл Тимману. А потом в русской партии у меня был перевес уже. То есть, значит, вот как раз снова играли как с Анандом. Был перевес, но не сумел выиграть. И проиграл 1,5-0. Но потом была Реджи Эмилия. Реджи Эмилия — это такой традиционный турнир. Новогодний, да? Да, ну вот он новогодний он проходил через праздник. Через Новый год. СССР распадался вообще, значит, тотальный хаос везде уже, да. Вот. И в Реджо опять новые проблемы вскрылись. Неудача, она не носила стратегического характера, потому что я там в первом туре у Гуревича выиграл хорошую партию, а во втором проигрывал Ананду белыми. Вот, ну, совсем для меня был тоже такой шок. Потом играл с Карповым в третьем туре. Был у нас... Земеш был. Позиция была так себе у меня, но потом как-то переломилось все, и я выигрыш выпустил даже. И потом я играл с Васей. Вот. Ну, у Васи очень хорошую партию выиграл. Очень хорошую партию. Е5, слон Е2, Е5, слон Е3. С6. С6. Да. Ферзь Д2 ход я сделал такой. Д5 надо ходить, конечно, по-хорошему. Да, надо, конечно, естественно. Это. Вот ферзь конь d7, да? Да, конь d7. Ладья. Очень странно ход. Ладья d1, да, немножко странно играл. Ладья e8, d5. ЦД. Да, ЦД. Конь c5. А6. 0-0, АБ5. Б5. Ферзь c2. Конь b6. Ферзь c2, конь b6. А4. А4. Ну, на b4 опять есть ход просто, значит... Конь А4, Б, конь А4, да. Взял на А4, ферзь А4. Да. Ничего белых нет, конечно, здесь. Слон. Ладья Б8 сыграл. Ладья Б8 сыграл. Ладья Б8. Ладья Б8. Конь Д2, да, пошел? Да, конь Д2. Да, не лучший ход Ладья Б8. Ладья Б8, по-моему, не лучший ход, да, здесь, кажется, на игре. Не лучший, да. Да, точно. Да. По-моему, может, слон Д7 надо было уходить, я не помню. Да, слон Д7. абсолютно правильно. Да, слон Д7 надо было уходить. А Ладья Б8, да, вот здесь он потерял время. Конь Д2, теперь пешка защищена у меня уже. Вот, значит, и на...
конь G4. Пошел конь G4. Вот, да. Значит, оно то посчитал, что слон сейчас, если слона взять, тогда слон D7, слон B5, черных идеальная позиция. Оказалось, что у слона есть одно поле. Вас недооценил ход такой. Таких ход обычно не делается. Слон А7. Слон А7. Интересно. И в чем тут... Как ходить? Вот, дело в том, что на ладья B7 не могу. Ладья B7, ферзь A6. Да. Просто можно забрать пешку. Пешку же можно забрать. Что пешку можно забрать. Сколков нету, ничего. Пешку забрать можно. Да, ферзь 6, ферзь Ферзь 7, А6. ладья 1, да. Потому что забрать пешку можно. Ладья B7 пешку забрать можно. А после ладья B2... Как сыграл Василий Михайлович? Слон это 6. Слон А6. Конечно, немножко все некрасиво стоит, но это тоже все же оказалось. Пешка D6 слабая теперь. Вот. И, в общем, слон А7 ход, конечно, поверг его в такое состояние, такого транса, что он побил наш. Ладья E7. Ладья E7. Да. Вот. Слон C8, ферзь C8. C8, да. И H3. H2, что вообще такой скромный ход. Недолго партия после этого продлилась. Ферзь А1. Ой, ферзь А8. Ферзь А8. Ферзь А8. Ладья 1, да? Ладья А1. Вот такой важный. Ладья 1 важный ход теперь. Потому что размены, конечно, будут, только, в общем, у черных опять остается вот эта пешка слабая, в принципе, как бы, и белый это быстро проходит. Но надо было на D2 надо брать, да? Он, помню, надо было бить на D2. Да. Это упорнее было. Упорнее. Да, он пошел конь конь F6, конь C4 здесь, да? Да. Ладья B7. Вот здесь ладья ладья B7. И слон И слон E3 просто белый уходит здесь. И теперь выясняешь, что после размена там брать нельзя, потому что ладья 8, восьмой ряд слабый. Вот, а иначе пешка теряется. Ну, поэтому ферзь D8, что ли? Ферзь B8. Ферзь B8 пошел. Ну, конь опять тогда. Просто конь опять. Конь опять, ладья B4. Да, ферзь D1. Ферзь D1. Ну, можно назад. Конь C6, вилка неизбежна. На всех нападут. Да. Ладья E4, да? Да, ладья E4. Конь C6. Ферзь F8. Конь E7. Взял, да. И шах на А8, да? Ладья А8, слон F8. У нас 6. Ферзь F3. Ну еще ферзь F3 пойдет. Угроза слон G5. Да, ну тут еще все угрозы. Да, как-то быстро закончилось. Да. Ферзь F3, ладья E3, Фе, ну тут уже с горя. Да, ну все. Сдался через два хода. Через один. Да, выиграл такую партию хорошую. Потом с Салом, помню, ничья была. Кстати, турнир там сильный тоже был. В общем, там все играли. Все играли. Всего 9 туров было. Потом я выиграл Белявского. Так вся партия была. Вот, в плюс вышел уже. И перед последним туром ситуация, значит, поровну у меня, у Ананда по +2. И Гельфанда. И Гельфанда +2. Гельфанд играет с Карповым, я помню. Ананд играет черными с Белявским, а я играю белыми с Халифманом. Да, казалось бы, да. Как-то я думал, ну, понятно, Гельфанд там в итоге ничего сыграет с Карповым, но Белявский не должен проиграть Ананда, я думаю. Да. Он проиграл, кстати, Ананда. Да. В Миране проиграл, бездарно проиграл Саша, но он играл плохо турнир этот. А у меня с Халифманом как раз начал ферзевый гамбит, он играл со мной его в Париже тогда, в Рапиде. И я решил сыграть, конечно, слон в4 уже, и 3-0. Мы перед матчем смотрели. Там была у нас идея, как подготовлена. Получился какой-то небольшой перерыв у меня, но очень сложная партия была. Халифман хорошо играл, ничья, в общем, и взял первое место. Неприятный такой сюрприз. Самое неприятное, что мы сыграли с ним 3 партии. Я выиграл первую, а потом проиграл 2 подряд. То есть -1 уже у меня с ним счет. Ну, другое дело, что больше в турнирах у меня не выиграет. Кто же знал это в тот момент, да? Кто же знал, что в следующие 13 лет. Но в тот момент этого никто еще не знал. Как-то, да. И поэтому в 92 году я еду в Линарес. Ну, турнир очень важный, потому что, во-первых, надо отыграться за прошлый Линарес. Во-вторых, надо все-таки как бы вернуть репутацию, потому что после Реджи Милли уже заговорили вообще, что чемпион мира, да, это обратно первый среди равных уже, все эти там достижения в прошлом остались, там, понятно, Каспаров, Карпов, уже посмотрите, там уже молодые тут выходят, Ананд, там, Чук, потом Ананд идет вверх, вообще-то сейчас турнир выиграл. Хорошо играл, кстати, Реджи Милли. Кстати, проиграл Миша Гуревич. Помню, единственную партию проиграл Миша. Поэтому надо было доказывать, да, опять? Доказывать. Дальше будет по существу, год. Ну, можно считать даже до матча с Шортом, но по-настоящему этот год очень удачный будет, который заденет Линарес 93 года. До начала этого раскола
опять собственными руками устрою себе проблемы. А вот с Линарес 92 по Линарес 93 идет блестящая серия. Там будет определенный сбой в Дортмунде, но сам по себе Линарес 92 и 93 это такие пиковые турниры. Во-первых, все-таки там набирал по +7 в Линаресе. Да. Это прилично все-таки в Линаресе. Но главное, что там с игрой хорошо получалось. Приехал в Линарес. Во втором туре я играл с Карповым. В третьем туре я играл с Васей. В четвертом туре я играл с Анандом. А в первом туре я играл... С Тимоном. Да. В первом туре я играл с Тимоном. Да, Тимон просто претендент. Вот. Набрал +2. Но причем так, +2 по-хорошему +2 набрал. Ну, там, правда, конечно, с Тимоном было очень... Потому что, во-первых, надо было отыграться за это безобразие, которое там в Париже случилось. Вот. Ну, и у меня... Это надо сказать, что в Земельше у меня с Тимоном уже были проблемы постоянно. Значит, в 81 году в Москве, когда я там поставил плохо. Значит, в общем, потом в Бугойно 82-м. Причем спасался там как чудом просто. Там, просто запутывал его. Потом проиграл ему эту партию. И вот сейчас в Рапиде. И снова играем. Я снова играл Е5. Не знаю, что-то у меня к Е5 тянуло ходу. Вот. Хотя понимал, что, наверное, С5 самое правильное. Но играл Е5. Значит, он пошел... Ферзь D2. Нет, D5. D5, сори. D5, конь H5. Да, это конь H5 пошел, ферзь D2. Но я шах не давал здесь, потому я пошел F5, значит, 3-0, конь D7. Конь D7, слон D3, А6. Нет, слон D3. Конь C5. Нет, А6, проблема с ходом А6, что ЕФ, ЖФ, слон Б5, ладья F5, G4, плохая позиция. Поэтому надо ходить так, слон C2, А6 пошел, да. теперь я, 6. Вот. Конь G2. Конь G2, B5. ЦБАБ. Не, Б4. Ну, Б4 пошел сразу. Пошел Б4 сначала, конь D7, ЦБАБ. И как там, король... Б5, Б4, конь D7, ЦБАБ, да, и конь Б5. пошел конь Б5. Да. Меня поразил ход конь Б5, ладья А2, конь Е3, да? Да. Ладья А8. Как там пошел здесь? Король Б2, да. Да. Страшно ему доволен всем. Ничего не происходит. Ну, мне позиция сильно не нравилась. Это вот. Но, с другой стороны, там открыто, там сейчас, значит, какие-то там в голове, какие-то там коварные мысли уже. Значит, как я пошел... Где F я пошел? Конь D6. Конь D6 пошел, здесь мы открываем. Конь E7. Да, и Тимон тут... Свое. Да, свое гнет. Вот тут уже F. Фе, конь C6, да, конь C6. Конь C6. Да, вот, ферзь Е8. Ферзь D7. Ферзь D7, да. Ферзь D7. Но здесь как бы надо побить было по-хорошему. Значит, на Е4. Значит, вот. Но Тимон пошел G4 здесь. Да, G4. Решил, что надо здесь сразу заканчивать. Конь F4. G5. G5. Ну, тут интересно, что в очередной раз, так же, как в 81 году в Москве, значит, на поле D5 происходит событие. Конь D5. Конь D5, да. Конь D5. Конь взял D5. Конь D3 шах. Конь D3. Неожиданно. Я не помню оценки всей, конечно, но позиция резко поменялась. Тимон впал просто в ничтожество сразу. Да, он потому что одно дело там позиционно маневрируют, а тут просто взяли, какой-нибудь шах объявили. Надо было здесь брать, кажется, да? Нет, он раз взял... Надо было уходить королем. Король Б1, да. Взять это уже... Король Б1, и там какая-то позиция, вроде у белых лучше, но там все равно это... Сложно очень. Да, будет очень сложно. А Тимон просто побил слон ЕД. Тут еще, наверное, как проигрывать не обязательно, но уже страшно стало. И дальше проиграл в 2 хода партию. Да. Пошел конь Е7, король H8, конь Б8 пошел. То есть Е4 сдался. Развалился, можно сказать. Просто развалился, да. Просто что-то замотовали просто. Потом выиграл очень хорошую партию Карпов в Каракане во втором туре. Тоже там хорошие маневры, так, переиграл. Ну, вот складывалось все. Потом с Васей была очень сложная партия, в Старандийской. Он там новинку применил в этом варианте принципиально, когда все с конь D2 играли. Сложно было мне очень, но я перехватил, даже уже в конце там уже лучше стоял, тоже все выигрыш. А потом с Анандом, вот я применил как раз подготовленную с Макарычем, начали готовить конь C3, уже начали смотреть. Значит, в этой французской. Конь E7. Конь E7, значит, систему с H4 я начал анализировать. Да, H4, ну тогда, значит, конь C6, H5, ферзь A5, слон D2, CDC, ферзь A4. Он пошел, здесь я пошел конь F3.
Да. Конь f3, конь d4, слон d3. Была моя задумка была. Мгм. Вот. Конь ec6 пошел. А конь ec6 пошел, я пошел король f1. Вот. Да, король Король F1. F- вот это вот ключевая идея, что если конь f3, ферзь f3, конь e5, то ферзь g3, Мгм. конь d3, cd, и на самом деле все это, тут две пешки не имеют значения, все начинает проваливаться здесь, черно. Мгм. Вот. И Анан пошел, он здесь пошел b6, или побил пошел Он b6. пошел конь Конь F3, f3, ферзь f3, B6, и здесь пошел b6. H6. Я пошел h6 тут. Очень тоже прям супер современно. Да, но тут, значит, теперь надо что-то делать, и он находит, слон 6 пошел. Да. Потому что там g6, я хожу ферзь f6, ладья h4, там вообще сразу конец. Слон h6, hg, ладья g8. Да. Такая вот. Ладья g8. Я пошел слон бьет a6, ферзь a6 и король g1. Мгм. Вот. Теперь ладья g7, там, по-моему, проигрывал. А Сразу. он только сыграл. Или нет, ладья... Нет, сейчас. Какой-то... Он D4 проигрывал. Да, значит, да. Ладья g7. Ладья g7. Ферзь F6. Ферзь f6. Напал. Ладья Ладья g8. Вот, вот Ладья. здесь начал ладья h7. Ладья f8, да? Ферзь B7. Ферзь b7. Ферзь b7, да. Защитился. Вообще, я думаю, жду сдачи уже. Тут. Ага. Но она защищается. Тут какие-то ходы все время придумывает. Вот. И я слон g5 пошел здесь. Да. Ну, естественно, парализовали просто полностью черных. Вот. И кажется, что мне кажется, что уже тут не должны зажиться они. Конь D4. Он, Да, он пошел с конь d4. Я сейчас смотрю, какие еще были у него опции. Ферзь E7 можно было сыграть. Ферзь d7. На ферзь d7. На ферзь d7 мы Ферзь F4. ферзь f4 ходим же мы тут. Ну, качество отдавать. Мгм. Вот, была такая возможность. Ну, хоть конь d4 здесь. Я здесь c4 пошел. Да, Да, я пошел. Правильный ход c4. абсолютно. c4 такой, знаешь, такой энергично так, чтобы надо открыть линию еще одну матовую конструкцию создать здесь дополнительную. Мгм. Вот. И он здесь пошел конь e2 шах, да? Шах. Конь e2 шах, Король H2. король h2, Конь конь C3. c3. А меня что-то начал раздражать, знаешь, что не могу никак выиграть партию. Вот. Ладья H8, ладья H8, ферзь H8. Король D7. Ферзь H7 тоже. Ну, Судьба продолжается. Ну, это правильно я все же делаю? Где я выигрыш выпустил? Везде, на каждом ходу. Ферзь F6 можно было здесь вместо ферзь H7. Выиграл, да? Да. Ферзь Ну, как бы не то, что везде, ну, какие-то помарки. Ну, опять, это Ферзь f7. с компами Ферзь всё f7. Да. просмотрели. Ферзь Ладья f7. F8. Слон H6. Ладья E8. Ферзь F7, ладья E7. Борется. Борется гад, да. Ферзь f3, да? Ферзь G6. Ферзь h6. Ферзь B8. Хороший ход она. Да. Ну, вот на самом деле уже так обострилась позиция. F4, ферзь E8, F5, ферзь H8. Равная позиция. Так было в партии? Нет, Я так не это было. вариант. Ферзь B8, CD, CD, D5. конь d5, значит. Тут тоже неясная позиция. Неясная позиция. Ладья D1. Хотя с виду вроде должно быть что-то. Ну, Ферзь e5 шаг. ферзь E5 шах. F4. F4, ферзь H8. Перестроился. Мгм. F5. Ферзь E5 шах. Король H1. Какая интересная партия. Что же было дальше? Ничего, ничья. Все. Я ожидал сейчас каких-то еще мульков. Мульков не осталось. Выпустил выигрыш, Да. но тоже опять расстроен, но тем не менее все равно плюс 2, причем там просто лучше 4 там самых так жирных соперника Да. получились в начале. А в пятом туре я выиграл Гельфанда прекрасную Да. партию. Да, там не найдет правильного хода и Мгм. прекрасную партию выиграл. То есть 4 из 5, причем как бы там лучшие люди город. А дальше начинается пробуксовка какая-то. 5 туров там действительно энергии отдал много. Плюс 3, я не помню, сколько там будет ничьих. Спилман, Бореев. Бореев регулярно играл тогда. Рывок должен быть ближе к концу. Вот я выиграл Леск хорошую партию. Гибридный получился вот этот челябинский. У Шорта я выиграл в шотландской партии. Выиграл еще у Лескоса, это получается плюс 5. У Юсупова я выиграл В 11-м туре. в 11-м туре. И там будет партия очень интересная тоже в Страндийской с G3. Артур там новую идею применит. Очень интересная борьба будет. В 12-м туре с Салом ничья была, сейчас вспоминаю. Там тоже была какая-то поздняя рокировка была сделана. Если партия посмотреть, там забавно. 21-й ход, да. Рокировка, да? На 21-м ходу была. Да. Вася смотрел на партию так внимательно. И я, значит, сделал рокировку. И Вася
Я так уставился, вот, я на него посмотрел, сказал, что ход не поправил. А тогда это нормально было, да, во время тура пообщаться, это не совсем. Тем не менее, он так смотрел, представляешь, я ход не поправил. Я сделал. В последнем туре сейчас кого же я брал в последнем туре? Любович. Ну, я уже в тот момент играл как бы там на подъеме, то есть набрал +7. Вопросы закрылись. Да, все-таки. Значит, +7 в Линарисе, значит, там очередное поднятие рейтинга идет. Я добираю. После Линариса были в апреле матчи претендентов, и Шорт обыграл Карпова. Ну, можно как бы начать с матча претендентов, потому что они в Линарисе тоже были на одной сцене. Тимон выиграл Юсупова. Тоже была очень такая, мне кажется, такая борьба была напряженная, но, в общем, все-таки Тимон взял реванш за 86-й год. Артур как бы свою функцию выполнил, выбил Васю. А матч Карпов-Шорт кончился, тогда считали сенсационно. Карпов там выиграл первую партию очень легко белыми. Там Будапештский гамбит играл, легко выиграл. А дальше начинаются как бы чудеса в решете, потому что как бы Шорт начинает играть, там принятый ферзями начинает играть, и в Е4 там терроризирует Карпов систему с ферзь Е2. Просто вот эти вот в испанках. К последней партии, в общем, Шорт вышел вперед. Карпов там, по-моему, Е4, С5 сыграл уже в последней партии, 10-й. Не помогло. Оба матча, по-моему, 6-4 кончились. Да. Оба матча. Ну, это сенсация была. Сенсация огромная была все-таки. С другой стороны, как бы, такое облегчение. Слава богу, как бы, опять не надо с Карповым не надо опять с Карповым играть. Хотя надо сказать, что там я найду единственный способ реанимировать Карпова. Потому что, в принципе, его карьера завершалась бы, как бы я думал. Если бы не моя беспримерная глупость в 93-м году, то я думаю, что вряд ли бы Карпов вернулся бы снова. Может, ему нужен был толчок какой-то психологический, чтобы там прийти в себя и снова начать играть на этом уровне. А так, значит, впереди матч был Тимон Шорт. Я играл в Дортмунде. Тогда, кстати, впервые там Крамник играл. Но он играл в турнире там Б. А на школе он производил какое-то впечатление? Или особо нет? Вот он появился, он был на одном занятии, и там у нас там с Ботвинником мы как бы там обсуждали. Вот, значит, Ботвиннику очень Широв нравился. Такой талевский стиль, не знаю, почему. Вот, да, значит, вот. Я был более скептически настроен, потому что как бы, Широв играл в шахматы, мне понятно, и не случайно там Широв всегда обыгрывал. То есть, как бы, на меня это вообще не действовало. А мне, как раз, Крамник понравился, и мы тогда с Ботвинником так обсуждали, значит, кто куда пойдет, как бы, и я сказал, что, мне кажется, Крамник перспективнее. Я Широв. То есть, в общем, у нас такое... Оба поднялись, но все-таки мой прогноз оказался чуть более точным. Во-первых, Крамник был только на одной сессии, он все-таки был менее ярким. Широв играл в очень яркие шахматы. Но Крамник такая кладка была, видно было сразу. Показалось серьезно очень. Потом Крамник еще было какое-то занятие, мы в 89-м проводили. Но это надо уже там записи Никитина смотреть, потому что там какие-то попытки были реанимировать все эти школы. Поэтому с Крамником, я думаю, что мы еще раз пересекались. Но это, может, сам Крамник помнит. А в Дортмунде там тоже все началось очень хорошо. Там турнир короткий, правда, был. Тоже 9 туров. Первый тур, партия Широв. Я, кстати, первый раз сыграл Широва, на самом деле. Он появился вот тогда, как бы, да, в 92-м году? Так, да, он, на большой сцене, он появляется, так скажем. Да? То есть добавляется еще один новый шахматист. И партия Широва, то есть хорошая партия, D4 против 6, тоже Стародинского. Он сам уже только Стародинского играл. Да, здесь, значит, F3, да, если не ошибаюсь? Да. F3, рокировка, слон E3, E5. Но они конь E2 играют здесь. Конь E2. Конь E2, C6, ферзь D2, конь D7, 3-0. Потом там тогда они все играли 3-0, значит, А6, король B1, B5, конь C1. Да. B5, конь C1. Вот. И тут я, значит... Я потом с Крамником... Я пошел ЕД здесь. ЕД слон D4, я пошел ладья E8. Да. Не лучше ход. С Крамником я B4 пошел, да, по-моему, потом. B4 сильнее. B4, конь А4, C5. Жертва пешки. Да. Сразу нейтрализует все это. А здесь я пошел ладья E8. Вот так себе, так как бы. Я вообще любил такие позиции непонятные. И здесь Широв неудачно, он повел на F6. Да. Так, значит... Слон F6, ферзь F6. Надо было, я не знаю, в принципе, надо. Конь Б3 может играть, я здесь не знаю. Слон F2, конь Б3, тут разные любые варианты, да. Вот, да. Но слон F6 не очень хороший ход, естественно. Слон F6, ферзь F6, ферзь D6. Решил пешку забрать Широв. Ферзь D6, ладья D6. Конь E5, да, тут? Тут всегда интересно. Конь E5. Пошел F4. F4 он пошел здесь. Да, мы и так на G4 хотим. Он-то думал, что я буду здесь брать. Все, мы сейчас туда на F2 залезаем. Вот, Е5. Конь F2. Конь F2.
ладья G1, B4. Слон F5 шах. Да, слон в 5 шах, слон в 5 шах, король А1. И вот теперь B4. B4. Провел очень динамичную партию. Конь куда пошел? Сюда. А4. Конь А4, F6, да? F6, да. F6, да. Ну, так сильно. Открывается все сразу. Такая динамика F6. E6. Е6. Ладья Е6, да, значит? Да, ладья E6, ладья E6. Слон Е6. Слон E6, слон E2. Слон E2. F5. 5, ну тут все открылось. Угу. Слоны, да? Конь B3. Ладья куда там? На Е8. Слон F7. Ну, пока можно Слон- отдать, пока такой. Слон F7, конь А5. Ну, тоже... Ладья D8. Хорошо. Сейчас на D2 там заходим уже. Да, ладья F1. F1. Напал. Конь G4. G4. Ладья D1. Это забили. Да, бам-бум. Забили. И конь E3. И тут сразу все начинает теряться. Все, да. Слон F3, конь C4. C4. C6, да. Угу. C6. А5. Ну, так, материал поровну, но немножко позиция этого. Все-таки Да. Конь D8. слоны здесь. Слоны, да. Не, ну тут сейчас конь 8. Конь D2. Конь D2. Конь F7, да. Слон C6. Ну, конь F7, конь F3, там просто выигран. Да. Ну, проигранный совершенно. Слон C6. Слон C4, да. Слон H6. Ну просто, значит, забирать пешки здесь. Да. G3. G3, конь F1. Конь F1, да. Всё, пешки теряются. F1, Конь B6. конь B6. Конь H2. Да, конь H2. Конь D7. Что ж тут еще? Пытается Да, чтобы конями слон G7. сотворить. Ну, там, Поле прикрыли. да. Конь E5. E5, слон E5. Ну, слон E5, Fe. Король F8. Король F8, E6. Ну, все. Вот слон E8, да, вот. Сдался. Да, Я решил тут вопрос. рядом. А во втором туре Ананд мне фигуру... Вот, мы сыграли с Анандом. На это пошел D4. И Ананд просто такой редкий случай. Просто подставил фигуру. Угу. А в третьем туре партия с Камским была. Мгм. Меня там подвело тоже, вот это, как с Карповым я играл. Вот. Значит, ну, там я уже подготовил там новую идею. Мгм. F3, E5, блокировка конь C6. Там, ну, повторяли быстро. Причем Камский Т2, А5, А3. Значит, ну, тогда это такие табии были наши. B4, F5, ладья B1, F5, B4, король H8. F3, конь G8, ферзь C2. Там ферзь C2, конь G6, конь B5, ББ. Конь H5, G3. Конь F6, C5, слон D7, ладья B3. Здесь я пошел слон H6. Наша идея была ладья C3, и пошел слон F4. Это, значит, это моя была тогда заготовка. Вот. Он там нормально получается. Взял Камский бил здесь CD, и пошел конь C7. CD. И я здесь пошел там, начал что-то жертвовать. Ну и тут на самом деле плохо, потому что нельзя оставлять пешки. То есть пешки ферзи прошли в итоге. Вот как бы. А надо было пойти CD здесь. Я просто помню вариант. Конь C7, ладья C8, конь E6. Взял тут. Слон E3, шах надо было дать. Так. Взять, ферзь C3, F4. Конь C4, потом там бьем на C1. FG, здесь конь G3. Король G3, конь H5, шах. Так, шах. И тут в общем, вечный шах получается. Вечный шах. Это я очень быстро после партии я все это понял уже. Но там что-то я решил побить на G3. Как-то, в общем, ничего не получилось. Камский был настолько гордый вообще. Просто там все уже, знаешь, там выиграл чемпиона мира. Там в пятом туре с Вунчуком ничья была такая сложная, но не очень увлекательная. А в шестом туре я играл с Хюбнером. Очередная галлюцинация. Был этот вариант, который я уже играл тогда, значит, с Юсуповым. Староиндийская G3, ферзь B6, C5, DC, DE. Там хорошая позиция у меня была, в принципе. Но как-то вот все с Хюбнером. Всегда хорошо играл. Ну, я вообще считал, что сейчас так. И как-то закидаю. Я там просто неправильно посчитал в количестве фигур вообще. То есть как-то комбинацию провел, потом что-то с фигурами как-то не то, что получилось. Сложная позиция очень была. Ну, в общем, нормальный у черных. По моим меркам тогда вообще там выиграно уже было. Фигуры бегали куда-то. И, в общем, после там шестого тура у меня вообще там +1. Причем как-то турнир такой странный. А Валера Салов там очень хорошо шел. Шалов и Бореев были впереди. В седьмом туре я играл с Бореевым.
Ничего не получилось. У меня там, получается, ничья французская. Я белыми играл. И за 2 тура там я уже там отстаю. Правда, в 8-м туре выиграл Адамса довольно легко. Он там в Миране сыграл со мной. Там же ферзь C2, G4 система. Ну, тогда сам быстренько проиграл белое. А в последнем туре с Саловым играем. Я отставал от него на полочка. Да. Отставал на полочка от него. Да. Надо было выигрывать. Выиграл. А переиграл так хорошо, четко переиграл. В общем, такая. Он сопротивлялся упорно. И, по-моему, я первое место взял. Разделился. Василий Михайлович. Да, Василий Михайлович там, да, под шумок там все-таки подтянулся, да. Ну, по крайней мере, разделил первое место. Правда, проиграл 2 партии. Что-то такое как-то трудно было представить, как Камскому и еще много проиграл. А после этого Олимпиада. Олимпиада в Маниле. Такое необычное событие было по тем временам. Тоже необычно, сенсационное, потому что все Олимпиады, которые до этого проходили, они... Ну, по традиционному сценарию, там сборная СССР приезжает, там суперфаворит, там, ну, остальные там, ну, был случай, конечно, там венгры там выиграли. А тут же СССР больше нет. И вдруг выясняется, что на самом деле есть много других команд из бывшего Советского Союза. То есть вот эти все там традиционные расклады, они все коту под хвост, потому что приезжают команды, которые играют там в «Сплатке от народа» в СССР. Только теперь они все играют на Олимпиаде. Там целое приключение было, как добираться до Манилы было. Что там надо было какие-то самолеты найти. Потом они должны были делать посадку. Самолеты, по-моему, откуда из Еревана прилетели. А посадку они делали, по-моему, в Владивостоке, чтобы там таможню пройти. Ну, это целая была история. Я помню, даже выходил с кем-то, там договаривался, чтобы кого-то пускали. Потому что, ну, хаос, тотальный хаос. Это большие самолеты, которые там летели бесконечно долго. С большинством команд из бывшего СССР. Но проблема была, на самом деле, собрать сборную России. Потому что вдруг выясняется, что... Времена тотальной доминации кончились. Ну, мы все равно имели, конечно, там самый такой яркий состав. Но проблема еще с отношениями внутренними. Потому что Карпов играть не хотел. А позже Артур, но Артур после того трагической истории той, когда покушение на него было. Чудом выжил. Чудом выжил, да, когда просто вот это ограбление. И это, в общем, жуткая история. Он уехал в Германию. И я с ним говорил, Артур отказался, не захотел. Хотя там предлагал ему тогда вот Аркадий Мурашов, президент Федерации, как-то там отправить туда. Но, в общем, не захотел Артур играть. Еще был Бореев, в принципе, да, который тоже не захотел почему-то. То ли у него с институтом был, он тоже не захотел играть. Если брать как бы вот ведущих шахматистов. Значит, ну, я играю, значит, естественно. Ну, Халифман есть, Сереж Долматов есть, Леша Дреев есть. Но это уже не команда, которая там должна все выигрывать. Да, выкашивать все. Выжманавин. Там тоже уже позабытый. И дальше, я помню, идет какое-то бурное обсуждение на Федерации России. Там, значит, там Свешников очень громко там говорил о том, что, значит, там надо брать людей с опытом, все, значит. А я говорю, давайте Крамника возьмем. Смеяться, кого Крамник там. Я говорю, ну, второй запасной. Мне тоже там было 17 лет. Ну, вот посмотрел там на него в Дортмунде. Мне кажется, вполне сойдет. Ну, там просто такой вой поднялся. А как это вообще? Какой? Они не знали, небось, что это такое. Не, ну как можно вообще брать наникать? Ну, понятно, когда меня брали, там уже там все-таки результаты были такие. А Крамник, там еще, по-моему, только, не знаю, выполнил, кажется, норму. Да, ну, перепалки, все. Ну, тут я решил авторитет как бы проявить. Сказать, значит, так, хватит, в принципе. Значит, как бы команду я собираю, значит, под свою ответственность. Поэтому Крамника будем брать. Все там как бы замолчали, но были страшно недовольны. Свешников жутко был недоволен. Что это безобразие. Кто такой, что такое? Столько людей ждало очереди своей сыграть. Наконец-то, да. Сыграть. И тут кого-то берут, просто пацана какого-то там просто берут с улицы и ничем не Вы, проявив. наверное, руководствуетесь идеей, что просто, молодой, активный, да, захочет себя молодой. А кроме того, мне казалось, что уже я видел там по стилю, там по всему, как бы он, в общем, наберет очки, я чувствовал. Ну, там в конце, на хвосте наберет что-то. Да? Другой то, что набрал очень много. Очень много, да, слишком. 8,5 зрителей набрал просто так. Всякий случай. Для начала. Просто да, тогда. И мы поехали вот в Манилу. А до этого еще такое событие было, проходящее, тоже такое памятное. В Москве блиц-турнир провели. 8 человек в 2 круга играли. А потом финал был еще, там, 1-2 место. Ну, как вот у Бесселя было. Последний тур Михаила Нехимича был. Но он был совсем уже плохо, было видно. Но у меня партию выиграла. Да, знаменитая история. Да, умирающий Таль. Но, правда, он там некорректно фигуру пожертвовал, я там отбился, но флаг уронил.
В общем, потом я отыгрался, правда, во втором круге, но все равно... Красиво. Ну, все равно такая история. Да. Он буквально через несколько дней умер, да? Он Или через когда? несколько недель умер просто. Да, Да. уже как бы. Я причем помню, он был совсем плох, но он хотел играть в шахматы. Ну, Всегда. Да, всегда хотел играть в Как шахматы. Виктор Львович тоже у них вот это... Да, вот это же да, страсть, да, вот это. И там Талия, в этот момент... Огонь. Причем, да, я вроде уже фигуру все... Ладно, броню, флаг. Проблемы поставил, да. значит, да. Конечно, Михаил Михайлович, естественно, да. поставил проблему. Как нападал там, Да. нагнетал, знаешь, вот Ага. это. Большое удовольствие получил Да. уже на закате жизни. Я там, значит, неудачно начал, кстати. Я там начал 2,5 из 4, по-моему, там с Аврухом ничего какую-то сделал. В общем, начал плохо, а потом там выиграл там сколько-то там подряд, штук 10 там, Да. значит, выиграл. Ну, в финале с Бореевым мы играли. 4 партии, 2,5 по очка выиграл. То есть выиграл турнир. И Олимпиада, Да. Летом. Жарко, наверное, там было в этом Ой, моменте. жарко, не то слово было. В общем, мы добрались до Манилы. Компоманс все организовывал, естественно, потому что там сейчас, там на Филиппинах были перемены. Значит, Маркоса там скинули, пришла, значит, это Карасун Акина. Она, кстати, там открывала турнир, там, мы там по первому ходу сделали. Как-то Компоманс там деньги выжил. Вообще себя чувствовал очень так, значит, какая-то новая жизнь начинается, со мной отношения наладились, я как-то особенно не был заинтересован в продолжении всех этих там конфликтов. Распад СССР все-таки дал какие-то новые возможности. Просто, ну, тут Компоманс почувствовал. Во-первых, уже нет СССР, который как бы держал его за все причинные места. Появилось много стран, там, соответственно... Движуха началась, да. Мы жили в очень хорошей гостинице. Потому что гостиниц того много, но мы жили в гостинице Манила. Видимо, лучшая была гостиница. Вот сборная России там поселилась там. С уважаемыми командами. Там. А там многих разместили там в таких местах не столь престижных и привлекательных. Но вообще в Маниле же многие части города, они были, скажем так, криминогенными. Поэтому важно было, как бы, жить в правильной части, и там тебя возили на автобусе. Вначале, я помню, когда, значит, нас привезли туда, значит, иду в зал, а там, значит, нас высаживали из автобуса, и там доходить до зала, значит, ну, естественно, там все в тенниске, но там влажность уже огромная, не только жарко. Вот я помню, что вот с момента выхода до автобуса и пока доходил до столика своего, рубашка теряла цвет просто. Вот. Просто, значит, это меняло. Июнь, Филиппины. Нет, в общем, я там бегу на игру, там, значит, и как журналисты, что, значит, ну, я шортом же играю, но что вот, what do you expect? Шорт-тимы должны играть. What do you expect from the candidates? So, там, who will win, значит, who will be your opponent, and what do you expect? И я тогда просто говорю фразу, которую потом Наджим, конечно, будет страшно расстроен. Я говорю, it will be short, and it will be short. Прогноз такой. Прогноз, it will be short. Прогноз зафиксировал. Вот. Вот так в итоге получилось. Почти. Ну, там никто не знал, что ожидать, потому что мы, все-таки, значит, команда вообще без опыта люди. А там и Украина, и Армения, там потом Узбекистан будет играть блестяще. Ну, естественно. Я вот это увидел вдруг второе место. Второй, а третья Армения. А как такое может быть? Так, ну, кто там играл? Да, первый Логинов играл, потому что я с ним играл. Но второй не нашего играл. Очень много набрал, по-моему. Вот я думаю, что просто реально много набрал. Кто играл, не знаю, но набрали они много очков. Я начал не очень хорошо, да, потому что я ничью с Тимоном сделал белыми. Да. А потом как-то вот оно пошло все. Ну, понятно, что там американцы были, которые там большие надежды там возлагали, потому что у них-то команда была. Камский играл. Ясер еще. Ясер. Старый конь борозды не Ясер играл. Да. Ясер на третьей доске играл. У нас, кстати, Крамник был первый запасной. Да. Она второй. Да, вот так. Потому что он играл с Ясером на третьей доске, соответственно, черными тоже. Ермолинский играл. На второй Ермолинский играл. На третьей играл Ясер. Точно были Камский, Ермолинский, Серован. И кто там на четвертой доске у них? Ларри Кристенсен, наверное, играл почти наверняка. В общем, команда выглядела красивее с точки зрения опыта. Я сыграл ничего с Тимоном, потом я выиграл у Цибала, по-моему, выиграл. С хорватами мы играли. Кстати, появился еще сборная Хорватии еще появится. Боснии, там много команд появится, новых вообще. И потом начинается такая серия. Я выиграл у Широва очередную стриндийскую. Причем хорошо было, потом стало плохо, а потом в конце в цейтноте
Перехитрил. Да, все. Пожил единственный раз, когда он мог меня выиграть, по-моему. Просто вот это была, вот он там вариант на выигрыш был, но там в цейтноте он тут подзевнул, и в итоге я выиграл Широва. И там мы начинаем как-то выигрывать. Потому что Крамник выигрывает. Там, Да, что там, партию за партией. да, ну там выигрывает что-то. Я тут, значит, выигрываю. Значит, Да. ну, в принципе, почти в каждом А матче. двое, если уже выигрывают, то Ну, уже да, все, команда выигрывает. да. 4 доски. Ну, решающий матч с американцами. Кончился он для них трагически. Там, если не ошибаюсь, 3,5 полочка Ну да, кончился. вы выиграли, Я выиграл, Крамник выиграл, Володя выиграл, да. Крамник Саравана выиграл. и Халифу, И и Халифу Ермолинского. Там Ленинградское дерби. Кто-то там на Чуренский сыграл в ничью Да, просто, да, да. да. После этого, мне кажется, всем стало ясно, что там реально борьбы не будет. Мгм. Причем я помню, как они играли, значит, Сараван-то пришел там фаворитом. Там, Кто это такой? Кто-то такой, там, значит, там какой-то Миран играет, а Крамник играл тогда Миран, регулярно играл, очень успешно, какими-то идеями своими. И возникает какая-то позиция, в общем, ну, там ясно, не получилось, но сейчас мы ничью Вельчпиль сделал. Никакой ничего не получилось. Крамник убирает его на классе. знаешь, Да. первый- Сыровато, да. На классе. Я просто... Я просто... Как и такое может быть? Кто это такой? Почему такое происходит? Потому что Володя мне даже в эфирах рассказал, что они там, ну, жили так, как сказать, молодежно жили очень. То есть у них такая была активная жизнь. Они там... Ну, естественно. Да, да, Нет. да. У Крамника 17 исполнилось там. Да. 17 исполнилось как раз там на 17 Олимпиаде. лет, это же Ему как исполнилось как раз в самом ребенок, конце да. турнира. 25 июня, по-моему. Да? Да, Вот да, как- да. Вот как раз когда турнир кончился. Да. Вот. А из партии, значит, там интересная была. Значит, ну, вот Широм была интересная партия. Ну, с Камским там была староиндийская тоже, но он очень странно он сыграл. Кстати, очень интересно, G6, конь C3, значит, ну, я там только староиндийскую игровую, естественно, D6. Значит, F3 его пошел здесь Да. тоже. Значит, на этот раз пошел F3. Значит, так, Да, как слон я E3. E5 пошел, конечно. D5, И D5. C6, D5, а, и C6. C6 я сыграл здесь, да. Ферзь D2. C6, ферзь D2, CD, конь D7. Значит, на самом деле, ферзь D2 не лучше. CDCD А6. А CDC А6, да, А6. А6, слон D... А, он пошел слон D3 здесь, да. Да. На конь Е2, конь BD7, да. CDCD, значит, если А6, конь Е2, тогда конь D7. Вот это, понимаете, потом я буду тут большие у меня будут дуэли. Тут G4, H5. Тут у тебя H3 есть ход, там Вася будет со мной играть, и G5 есть ход. Тут много интересного, как бы. Вот, а слон D3 ход, он явно второсортный. Я пошел конь H5 здесь, да? Да. Конь H5 сыграл. Вот, ну, здесь я не поверил своим глазам, когда следующий ход увидел. А G4 же раньше играли тогда, как можно на Заре. как на можно, Заре. как можно G4 с такой позиции, в принципе? Вот. Опыта не было, видимо. А как вообще? Я посмотрел просто, потому что... Ну, конь Е2, там, F5, там, ну, и Да. начинается какая-то игра тут, в общем. Ну, знаете, из тех позиций, которые мы там уже смотрели, ну, в общем, я считал, что тут игра. Ну, не очень, мне кажется, чужих позиций. Играть может, в общем. Бывает и хуже. Вот. Пошел G4. Пошел конь F4 просто. Да. Ну, бьет на F4. Ну, это вот... Это... Не, он не... Нет. Он Нет, или... Он не побил, он слон C2 А сыграл. пока пошел слон C2 еще. Да, пошел слон C2. C4 совсем Да, безнадежно, видимо. Да, слон C2. А я пошел конь D7, естественно, да. B5, Или B5, да. B5, ферзь F2 и теперь конь G7. Ферзь 2, а конь D7, да. А, ну да, он хотел как-то коня этого окучить этого. Да, все правильно, да. Да, Конь кончание, D7, конь D7, да. B4, B4. Просто здесь, конь здесь. конь A4 опять. Опять. Что, какие у нас проблемы? Конь F4, Да, И вниз надо слон коня. F4, конь E5. E5. Рокировку он Да, сделал, да? очень безумно. Рокировка. Да. Вот я был 8, напомню. Не в форме был. Конь C4. А, конь C4, здесь, конь C4. Не, ну вот это вопрос, как бы, шахматной культуры, я говорю. Угу. Потому что как так можно в шахматы играть? Ну, там, Слон E3. слон Е3. Ой, не. Нет. Да, слон Слон E3, конь E3, Нет, ферзь ну, E3, он пытался закрыть, чтобы на 4. ладья B8. Ладья B8 теперь. Сейчас мы с коня здесь примем после слон D7. Мгм. Король B1, да. Слон B3. Слон B3, слон D7. Угу. Король B1. Король B1. Ферзь E8. Опал. Ферзь E8, конь B6. Да. Слон B5, да. Да. Как, ну, правду говорить легко и приятно. Да, просто тут. Знаешь, она двигается. 1-2. А4. 4. Слон D1. Слон D1. Ладья B7. Вот это B7. Это что мы хотим? Хотя бы 7, а мы ферзь B8 нет хотим. Это как сейчас я просто пытаюсь понять. Ну, как-то B3 пойдем, потом ферзь... Да. А, ну сейчас пойдем B3, а потом ферзь B8 дальше.
ладья b7. Е5, Б3. Да, ну потому что сейчас идея такая, пойти b3, а b, слон b3, ферзь b8, конь уходит, бьем и там на b2. То есть, Ну да, все как бы тут... само собой, да. Ну, он уже как бы e5 входит, ну, Ну да, тут еще долго даже партия длилась, но... Ну, не очень, мне кажется, долго. Да. АБ, слон b3, да? АБ, слон Б3, Слон b3, ферзь Б8. Не, он боролся до конца, как всегда. Конь c4, Конь С4, взял на c4, слон взял Е5. e5. Ну, как бы у белых даже пешка лишняя, только там король в них там. Ставил бы король на g2, еще было бы не так плохо. Да-да-да. Король стоит на b1, там, что он здесь? Ферзь Е2. Ферзь e2 пошел. Ферзь А7. Ферзь d7. Ну, вот сейчас подведем еще одну ладью. Да. Ладья С1, ладья А8. Тут как-то... Хорошая партия. Да, Б3. b3. Да, хоть как-то. Слон F4 уже можно. Ну, как бы дальше. Ну да, дальше. Да, неинтересно. Чуть через эту часть, да. Да. Там я выиграл хорошую партию. Локинова выиграл я, кстати, тоже в Страндийской белыми, в Земише белыми выиграл. Да. Это тогда по рекомендации Крамника, я помню. Там я Мгм. готовился, там вариант. И причем у меня этот вариант же с Тимоном встречался, я черными играл в Бугойна в 82 году. Через 10 лет там Крамник мне рекомендацию дает, значит, вообще-то так, может быть, так сыграть. В общем, мы обсудили. Была такая хорошая, сложная партия, выиграл я. Я выигрываю, Крамник выигрывает. Там, реально там Олимпиада близится к завершению. С Ваганяном была интересная ничья, очень у меня такая красивая. Мгм. Самое, как интересно, по Николичу. Ну, как бы из того, что стоит приводить, партия с Николичем. Мгм. Реально уже турнир мы выиграли. Было Да. понятно, что мы это сильно оторвались. Вопрос, каким счетом оторвемся. Там, Крамник в процентах набирал больше всех, конечно. Ну, понятно. Но кто наберет больше в рейтинге, в перформансе? Ну, в перформансе, как бы я уверен был, что должен взять первое место. Значит, у меня задача была доску выиграть, доску и перформанс, как всегда. И партия вот с Николичем. Как раз это моя последняя партия в турнире будет, за которую там приз получу за красоту. Значит, там. Давайте смотрим. Да, ну это тоже, кстати, вот тоже в игровой манере. d4, d5, c4, c6, конь c3. Тогда модная система была e5. Мгм. Вот это. Николич ее играл. Вот. Ну, тогда с Макарычем посмотрели. Мгм. Вот. Ну, тогда там все играли, там, ЦД, там разные ходы были, там, ЦД, или там Е5, Д4, конь Е4, ферзь Е5, шах, конь Д2, там, конь Д7, потом там Е6 как-то ходили. Мгм. Я так посмотрел, и говорю, слушай, я говорю, что-то, фигуру надо развивать. Слон Д2, ферзь Е5, мы сейчас можем пойти, конь Ж3, Мгм. конь F6, там, конь F3, ферзь С7, ферзь С2, потом сделаем рокировку, потом Е3, там, оно все как-то откроется. Мгм. В общем, ну, и на этом подготовка закончилась. Значит, да, значит, партия была, слон Е7 было, 3-0, 2-0. Значит, ну, я тут думал пойти, значит, слон С3, как бы там. Ну, во-первых, мне не нравится, когда там ферзя отдают Мгм. за компенсацию. Потом ну, С5, Е3, ферзь Ж6 какой-то ход есть. Ну, вообще пошел Е3 здесь. Е3, да слон С3 теперь. Да ЕФЕ. Или Фе пошел. Ну, можно слон С3 пойти. Да. Там брать пешку опасно. Фе, Ферзь С7. ферзь С7, слон С3. Да. Вот. Ну, я очень доволен. Позиция такая. Значит, на самом деле, она, может, не такая ясная еще позиция. Но, в общем, мне казалось, что уже тут очень хорошо. Слон G4 пошел, напомню, Николай здесь. Да. Слон G4, слон D3, конь D7, слон F5. Как-то там здесь все. Вот. Он здесь... Ну, черные не лучшим образом играли дебют, надо сказать. Как бы там потом... Вот, слон F5, конь F5, ладья E8. Мгм. Здесь. Вот это тоже как бы из таких хрестоматийная позиция. Да, да. Я да, так да. посмотрел, но мне совершенно очевидно, кого хоть надо было делать. Мгм. Потому что, ну, когда все складывается здесь уже, значит, так, конь на F5, конечно, красиво стоит, но он пойдет слон F8, у меня ничего не будет. Просто вообще-то. И Николич был доволен. Сейчас остался один ход сделать так, и дальше сейчас смотри, как все красиво стоит. Да, да. Да, вот черным все нормально, тут все защищено, ну, тут какие угрозы? Реально какие. Конь сильнее пешки. Коня за пешку не отдают. На Да. самом деле, после этого вся позиция, структура меняется. Конь G7, король G7, ферзь F5. На вдохновение. да. Все начинает работать. Значит, он пошел король G8 или конь F8? Конь F8. Конь F8. Теперь какую я пешку... Да, ну, значит, теперь подумать надо, какие... Ну, тут разные какие-то возможности есть, но я позже... H4. Вот. G4, G4, да, он король G8 может пойти. Мгм. Король G8, и как ему казалось, что за пешку будет компенсация. Вот в чем. Я пошел H4 здесь. Можно не торопиться пока. Потому что там шах на G5 и H5 еще красиво. Мгм. Такую еще при случае. Ну, вообще и H5 тоже хотим пойти, может быть, как бы там еще ладья где-то подойдет сейчас вообще. Ну, все тут вот как-то
Значит, куда он пошел? Ферзь c8? На 6 пошел. А пошел h6 тут. Ну да, ну что-то от шаха защищается, да. Пытается от шаха защититься. G4. G4. Продолжаем здесь. Вперед. Ферзь c8. Ферзь c8. И здесь я здесь побил. Ферзь c8, побил на c8. Взял. Ладья c8, g5. Да. Ну, фигуру мы отыгрываем, но кажется, что, в общем, здесь черные отобьются. А не так все просто. Вот, на самом деле, тут я буду атаку продолжать и без... Значит, Ладья 8, h7. Ой, конь 8, h7. конь 8, h7. e4. Тут мы еще одну длинную в атаку. Король g8. Ладья cd8. Ладья cd8. Не очень. cd8. Куда там ладья моя пошла? Ладья df1. df1, да, ну, естественно. Продолжаем. Король f8. Король f8, gf. gf. Слон f6. Слушай, e5. e5, да. Не даем, продохнуть не даем здесь. Слон g7. Да. Ладья g1, да? Ладья g1, да. Все красиво, да, все встало бело. Угу. Вот. c5 или что он здесь пошел? Ну, c5, чтобы слон b4 не был, Ну, наверное, да? Пошел c5, да? Да, c5 да. пошел здесь. Вот, но тут какие-то новые. Король c2. Ну, можно не торопиться пока. Ладья e6. Ладья g4. Ладья g1 еще грозим. Слон h8. Может, 8. b4 неожиданно. Ну, а что, почему еще отсюда не попробовать? Да. b6, да? b6, bc, bc. Да. Ладья b1. Маятник. Ладья a6. Ладья b2. Вообще даже ничего не отдаем здесь. Просто ничего не ходит. Да, слон g7 он сыграл. Ладья b7 неожиданно. Ну, теперь уже тактика. Ладья b7. Ладья a2. Ладья a2, король b3. Король b3, ладья f2, e6. Ладья a6. Ладья 6, e6. Красиво, да. Хорошая партия такая, Такая, да? Да. Вдохновенная Да. атака такая, да. Ладья e6, ладья g7 сдался. Да. 50 тысяч песо. После этой партии у меня стало 8,5 из 10, Угу. плюс 7. Стал такой результат на Олимпиаде у меня такой стабильный. 8,5 из 10. В последнем туре мы играли с англичанами. Шорт очень ждал партии, да, не потому что я черными с ним играл. Шорта я никогда не боялся, не белыми, черными. Я просто посчитал, что если я не выигрываю, я не выиграю первую доску. Там, то ли китаец, то ли кто-то там в процентах набирал больше. Вы снялись, да? Я снялся. Шорт был просто готов был, Пойти в номер играть. Да, представление устроить там в зале, потому что как не явился, сбежал. Правда, Халифпан легко с ним еще черными сделал. Крамник там Нана обыграл, кстати. А я выиграл и доску, и перформанс. Так кончается 92-й год. Единственное, что к этому моменту там становится очевидно, что будет проблема с местом проведения уже финального матча. У нас все эти американские планы провалились. Настоящей заявки не было. Олимпиада кончилась летом. Мы вернулись в Москву. А я сыграл еще осенью мимо паре. Может быть, вообще один из моих лучших был Рапидов. Там все играли. Вот в 92 году играли все абсолютно. Первый матч, так самое главное. У Крамника я выиграл. Мы сыграли с... Пожирнев побыл с Крамником. Это моя первая партия была с ним. Относительно серьезная. Я играл Грюнфельда. Он тогда систему слон b5 шах ранее. Просто на слон g7 прямо слон b5. Получил выигранную позицию просто Крамник, потому что я-то отставал, как бы. Еще мне непонятно было, насколько все это опасно. Но не выиграл. Причем даже в самом конце еще имел перевес, но все-таки боялся. А во второй партии, вот я систему слон b5 играл. Он играл слянскую тогда. Я играл на третьем ходу слон b5 и очень легко выиграл. Потом наверняка был Полугаевский. Непростой матч был, но выиграл. И в полуфинале... В финале с Анандом, а в полуфинале с Камским. Ну, естественно, конечно, Камп. Кабареев Ананду проиграл. Я же помню, что это серьезный соперник, Да. Камский. Там очень интересно. Значит, я выиграл хорошую партию. Первую такая, медленная испанка, с d3 была такая игра. Я переиграл его. Очень хорошо переиграл. А во второй, значит, была староиндийская. Он тоже играл там как-то конь d2, но играл очень слабо. То есть просто я все сделал. Значит, недостаток образования просто. Вот ровно все, что белые что-то тут делали, а черные тут надвинулись. Как по классике полагается. В общем, у него 2-0 выиграл там. А в финале Ананда я выиграл первую партию. Хорошую партию белыми выиграл. Потом проиграл вторую. Была очень острая слянка. Но потом выиграл 2-0 у него в Блиц. Так, значит, 2-0 переигровку в Блиц выиграл. Вот 92-й год кончается. Значит, все вроде как хорошо. В декабре играют Шорт и Тимон. Но уже понятно, что не будет матча в Америке.
Он проиграл Шорту. Кстати, Шорт выиграл. Хороший матч. Очень напряженный матч был. Но Шорт, видно, хорошо играл. Много работает. Там, видно, там идеи свежие. То есть, и к 93-му году, началу, Кампомана собирает заявки. Была заявка из Галисии, которая, значит, вот кто-то из испанцев. Галисия — это в Испании. А, естественно, была заявка английская, Манчестер. На авансцену уходит Рэймонд Кин. Почувствовал, что его время настало. Уже ушел в тень после 86-го года, после всех этих попыток там протащить Люсену и как бы управлять самому там процессу. И он выходит на авансцену, потому что Шорт, значит, он там работает в Лондоне с «Таймс» газетой. Заявка тоже появляется. И она как бы там зависает в воздухе, потому что Кампомана объявляет Манчестер. Я бы тоже хотел, чтобы ситуация как-то была более... Ну, скажем, мне начинает напоминать это 83-й год. Почему там за меня все там решают, когда, да, потому что все-таки есть же опции, и там галисийская опция потенциально, они могут поднять приз, но есть еще Лондон с большим призовым фондом, там, по-моему, 1 200 000 или 1 300 000 фунтов. Ну, на самом деле, все это осталось бы вот в таком же как бы подвешенном состоянии, значит, если бы не вот этот злополучный звонок Шорта, потому что он не играл в Линарисе. Я приезжаю в Линарис, тогда никаких планов у меня не было. Революционных. Нет, абсолютно никаких не было. То есть приехал в Линарис играть, там будет матч Шортом. Я как-то смотрел на этот матч, но будет матч Шортом. Для меня это было не Карпов же, в конце концов. Поступает звонок, Шорт, который там пропал. Пропал с радаров ФИДЕ. Они как не могли с ним связаться. И мне он звонит и говорит, что, слушай, говорит, а может быть сыграем матч вне ФИДЕ? И я просто настолько был, как это, приятно шокирован, потому что Шорт же еще был номинально там президентом Ассоциации гроссмейстеров. И у меня как бы сразу в голове это прокручивается. Ну, наконец наступил момент, потому что, все проблемы раньше же были связаны с тем, что это западные гроссмейстеры, они как смотрели на меня с подозрением, и никак не получалось как бы коалицию такую. Вот. И сейчас вот такой шанс есть. Я говорю, знаешь, Наджил, я этого звонка ждал много лет. Самая большая глупость, какую можно было сделать. А он зачем это сделал? А ему казалось, что может заработать чуть больше денег. На лондонской заявке? Да, надо сказать, что Найджел, он не стратег. Не Пифагор. Да, не стратег. Он это рассматривал как просто вот сейчас, так вот чуть больше получится сейчас, а там посмотрим. Но вообще-то последствия, я-то уже был поопытнее, можно было понимать последствия такого решения, требующие там серьезного осмысления, подготовки, драматичное решение. Но тогда это так не казалось вам? Ну, вы много раз говорили, что это была ошибка. То есть не казалось, что не было никаких планов, это было просто вот так совпало, спонтанно, совершенно спонтанно. Так совпало. Абсолютно спонтанное решение. Самая большая глупость, какую можно было сделать, потому что если там предыдущие действия и последующие многие, они, по крайней мере, на чем-то базировались, там я пытался как-то подготовиться, подумать, посчитать, то здесь я на ровном месте создаю проблему, не имеющую, под собой вообще, под ней вообще ничего не было. Вот вся история с «Таймс», вот с Кином, но она была вообще там соткана из воздуха была. На самом деле Кин постоянно там суетился, находил какие-то деньги, но никаких планов реально как бы за этим не стояло. И надеяться, что там через этот матч можно будет выстроить параллельную систему, потому что ничего не готово было. Это потом Intel появится. Случайно совершенно появится Intel, абсолютно случайно. И удастся провести какой-то вот этот Intel Гран-при, первенство мира там. Но дальше все время будет вот суматоха с поиском спонсора. Пришлось заниматься всем самому. Естественно, потому что Найджел там не станет. Как матч кончится, Найджел испарится. И вы останетесь, по сути, один, да? Я останусь один с этим всем грузом проблем. Другое дело, что все будет как-то выстраиваться. Intel все-таки принесет больше денег шахматистам, не только даже первого эшелона, чем все остальное до этого было. Поэтому там забавно, когда меня там обвиняли в том, что я там сделал это для того, чтобы там заработать. Это была личная инициатива. В итоге появились большие деньги в шахматах. По шахматным меркам. Турниры Intel, Гран-при, да и сам параллельный цикл, они дали, конечно, большой толчок. Нет, просто Intel Гран-при это было лучше, что случилось с шахматами вообще. Да, и на самом деле это был просто вот такой accident, случайно, потому что там появился конкретный человек, который Боб Райс, который там любил шахматы, он появился в Лондоне, мы с ним поговорили, он там какой-то контакт с Intel имел, европейским, и в итоге вот это все закрутилось, потому что ничего за душой Кина, кроме вот этого «Таймс» не было. На самом деле все это могло как-то еще уйти в песок, но там Кин
сильно интриговало. Вот там появляется там вот это там письмо в «Таймс» какое-то там, я помню, он там постоянно... Он делает все, чтобы никакой договоренности не было, потому что Кампоманос начал суетиться, он там прибегает в Линарес, приезжает в Линарес, потом приезжает Линарес человек из Манчестера, Манчестер поднимает призовой фонд. Ну, конечно, вот, ну, тут самое оно согласиться было. Да. Но тут я тоже у дела закусил, мы сейчас, значит, вот, двинемся вперед. Тем более, что турнир в Линаресе кончился моей блестящей победой. Там очередные +7, причем, может быть, лучше Линарес был. Вот все складывалось. А я думаю, что там последние 5 туров Линареса, вот этого 93-го года, я думаю, что как бы лучший перформанс в моей жизни был. Причем, значит, за 5 туров Ананд опережал меня и Карпова на полочка. У него был +4 у Ананда. У меня был +3, у Карпова +3. Я в последних 5 турах играл последовательно. С Анандом, с Карповым, с Гельфандом, с Шировым и с Камским. Я набрал 4,5 из 5. 4,5 из 5. Ничего сделал с Шировым. Только... А решение уже было объявлено, да? Даже было на начале турнира объявлено. Но можно было еще много вещей как бы сделать, отойти в сторону, потому что параллельно же еще началась война в России, потому что там Мурашов испарился, сдался. Да, федерация, да. Федерацию захватывает Бебчук на деньгах Верховного Совета с помощью там хасбулатовских людей. Там такая политическая борьба идет. А Мурашов уже ушел с поста начальника милиции московской, значит, и никакого желания бороться у него не было. Там собирается какой-то неочередной съезд федерации. Все это вилами на воде было писано. Мурашова там прогоняют, собирают Бебчука. Там-то все собрали, Ботвинник, Карпов, все собрались там. Я тогда смотрю и думаю, может быть, все это прекратить, потому что сейчас мне надо посмотреть Кампоманос, согласилась в Манчестере, и на этом вся эта история закончится просто. Но понимал причем, вот опять, интуитивно понимал. Самое правильное решение. Хватит истории, плевать на шорты, на все, на Такина, ехать в Манчестер, Кампоманос будет доволен. Естественно, никакого Бебчука не признает. Ну, снова ошибся. Не сумел вовремя исправить уже прошлую ошибку, допуская новую. И, конечно, в этой ситуации Кампоманос ищет решение. Значит, он, во-первых, признает новую федерацию, сразу, значит, Бебчука. А кроме того, он начинает искать новые варианты. Объявляет, что, значит, если мы одумаемся, то, значит, нас там дисквалифицируют. Он будет проводить матч Карпов-Тимон. Ну, такого, конечно, никогда еще не было. Ну, да. Проигравшие, чтобы играли. Тимон финалист, а Карпов участник там матча. Это все уважаемый человек. А четвертым там кто был? Юсупов тоже мог быть. Но, почему он... Нет, ну просто вот Карпов Тимон будет играть. Вот и все, да? Ну вот и все. Будет Карпов с Тимоном играть, да? Ну, Карпов рейтинг там был выше. Я не знаю, почему. Ну, можно было придумать. Самое главное, что призовой фонд матча Карпов-Тимон, где их не было, они взяли из залога, который тогда американцы, с которым я работал. $500 000 был залог за тот матч, который там сгорел. Ну, как сгорел? Он в Фиде остался. Кампоманос его использует для того, чтобы там заплатить за матч Карпов-Тимон. Начинается новый этап этой борьбы. На ровном месте, ничем не подготовленный. Мой аргумент, на самом деле, который я до сих пор считаю, между прочим, вполне легитимным, это то, что звание чемпиона мира Фиде не принадлежало. У нас тогда были такие длинные философские споры. И я все это аргументирую с очень простым фактом. Фиде не объявил Ботвинника первым чемпионом мира. Ботвинник считался 6-м чемпионом мира. Это означает, что Фиде продолжил традицию чемпионатов мира, которая была начата в 1886 году с матча Стаин-Цукертор. А более того, у Фиде же были свои чемпионы мира. В 24 году там, по-моему, Матисон был там турнир, а потом был Боголюбов. То есть, на самом деле, Фиде проводила свои чемпионаты. И в какой-то мере, по-моему, даже вот матч Боголюбов-Алехин 29 года, это был как бы чемпион мира. Фиде играл, значит, с чемпионом мира. То есть, чемпионаты Фиде стояли особняком. Несколько раз обсуждались вопросы передачи этого Фиде, например, в 1938 году. Точнее, Эйви, когда стал чемпионом мира, этот вопрос как бы поднимал, значит, его Конгресс Фиде рассматривал, но никогда ничего не решалось. То есть, там были какие-то принимались решения, но всегда была довольно жесткая оппозиция ведущих гроссмейстеров. И поэтому решение Фиде в 1947 году провести там матч-турнир и провозгласить Ботвинника там 6-м чемпионом мира, это решение, на мой взгляд, подтверждало то, что звание не является собственностью Фиде. И что у чемпиона мира есть как минимум такие же права. Потому что все-таки легитимность начинается там со Стейница, и как наследник этой линии все-таки я имею право, ну, не то что распоряжаться званием, я его должен защищать, конечно, но никакой Фиде не может за меня решать, что мне делать. Понятно, аргумент, ну, тут такая легитимность всего этого спорная, но, тем не менее, у нее была определенная логика. Поэтому вот
Пражское соглашение 2002 года, на самом деле, Делюжинов понимал, что это важно было, чтобы там все подписи стояли. С этого момента только Фидesz становится собственником, а не организатором. До этого Фидesz был организатором. Организовывали одни, Фидesz сделал, а теперь там сделал. Какая разница? Ведь главное, что линия не прорывалась. Вот, линия непрерывно идет. Я выиграл у Карпова, поэтому чемпионом мира следующий может стать тот, кто выиграет у меня. У этой логики все-таки, у нее было солидное основание. И интересно, что для многих она не работала именно в силу чисто политических предпочтений. Например, я помню, в 1994 году встречались с людьми из Дортмунда, которые должны были организовывать там свой турнир. Там они хотели поднять статус его. Они рассматривали вопрос проведения финального матча, по-моему, претендентов, Ананд Камский, плюс там еще, по-моему, чуть ли не даже не вопрос, может быть, и первенство мира. То есть, с нами работать, с ПША, с PCA, Professional Chess Association. Потом они, слиняли и начали делать уже свои турниры, естественно, просто в пику, и там был Карпов у них. Они приглашали чемпиона мира Карпова. Их право. Только дальше, что было интересно, они переориентировались потом на чемпиона мира Крамника. Я кто-то задал вопрос, а Крамник, он там сирота, которого нашли на ступеньках церкви, вот откуда взялся Крамник, чемпион мира? Если был Карпов чемпион мира, откуда он появился здесь? Да. И вся эта аргументация, она опять на кого-то действовала, на кого-то не действовала. Но факт остается фактом, что вдруг обнаружил, что приходится тянуть из себя какой-то гигантский совершенно ввоз проблем. Дальше это еще начнет переходить в Российскую Федерацию, появится там Андрей Макаров, то есть начнется еще борьба там. В общем, это будет уже отдельная новая история. Вот. А пока, 93-й год, Линарес, мне надо там, на фоне всего этого решать еще и проблему подготовки, набирать новую команду. В конце концов, матч шортом все-таки серьезный матч. Хотя у меня никаких сомнений по поводу этого матча не было.